Чан Ли. Это пятизвездочная гибридная фьюджен героиня, которая буквально создана для тех, кто хочет выжать максимум из механики быстрой смены персонажей. Она квинт эссенция двойного ДПС, обладая мультипликатором урона, который делает ее чем-то средним между классическим ДПС и гибридным дамагером. Но главное в ней умение отменять анимации через смену персонажей. Если коротко, Чан Ли можно описать двумя словами: скилл-фактор. Чем лучше ты освоишь ее механику, чем выше будет ее урон. Но даже если ты не фанат запредельно сложных ротаций, она все равно будет наносить кучу урона. Разберемся, как ее использовать. Суть геймплея. Весь ее урон крутится вокруг двух главных механик. Enflamement, особый заряд, который она накапливает. Нужно собрать 4 стака, чтобы использовать мощнейшую тяжелую атаку. Flaming Sacrifice. Истинное видение, True Sight. Особый режим, который дает ей быстрый доступ к этим зарядам. Активируется он, этот режим, во время последней атаки в цепочке атак и отображается в виде бафа над форты. Вот сейчас я покажу. Получайте Enflamement можно тремя способами. Используя True Sight Conquest, базовая атака на земле. Используя True Sight Charge, базовая атака в воздухе. И используя ульту, дает сразу 4 стака. Как только полоска заряжена, используем Flame Sacrifice, получая 40% снижения урона и пробивая часть защиты врагов. Как входить в режим истинного видения? True Sight. Истинное видение активируется одним из 4 способов. Первый вариант — это резонансное умение. 2 заряда восстанавливаются по 12 секунд. Второй вариант — это интро скилл. Это самый быстрый вариант активировать. True Sight. Другой вариант — это 4-я базовая атака. Или в воздухе, или на земле. Оптимальная ротация для набора форта — это начать с интро, завершить 3-ю, 4-ю комбо атаки, выполнить по нужде, если нужно, еще цепочку атак, потом 2 скилла. Если набрали форт, используем тяжелую атаку, используем ульту, используем снова тяжелую атаку и повторяем уже ротацию заново, переходим на наших саппортов. Основные сложности Чан Ли. Она требует много отмен анимаций через смену персонажей. Максимальный урон можно выжать, если входите в бой через интро-скилл, быстро прожимать резонансное умение, смена персонажа, снова выходит Чан Ли. Использование True Sight Conquest, мгновенно меняя персонажа, а затем опять заходить в бой. Но играть так — это боль. Слишком много быстрых нажатий и миллисекундных таймингов. Одна ошибка и ротация ломается. Поэтому большинству игроков лучше выбрать гиперкэрри стиль, где Чан Ли остается на поле дольше и выдает урон через ульту и тяжелые атаки без сложных отмен. Итог. Чан Ли очень сильный, но требовательный персонаж. Если ты любишь сложные механики и отмены анимации, она один из лучших героев в игре. Но если не хочешь страдать, просто играй ее через ульту плюс тяжелую атаку в гиперкэрри стиле, и она все равно будет уничтожать врагов. Выбор за тобой. Лучшее оружие для Чан Ли. Blazing Brilliance. Фирменный меч Чан Ли, который не только идеально подходит ей, но и отлично работает на всех мечниках, чей основной урон исходит от резонансного умения. Дает огромный основной стат на крит урон, 12% бонус к атаке и до 56 усиления урона резонансного умения. В большинстве ротаций это усиление будет на максимальной мощности, если начинать бой с одного или двух резонансных умений. Emerald of Genesis. Отличный вариант для любого мечника, дающий высокий базовый урон и стакующийся бонус к атаке, к проценту атаки. Почти все персонажи без проблем получают хотя бы 1 стак, а при правильной игре и 2. Также увеличивает восстановление энергии, что позволяет перераспределить статы для максимального урона. В целом, лучший универсальный меч, с которым могут конкурировать только некоторые прокачанные полностью 4-звездочные альтернативы. Red Spring. Фирменное оружие Камелии, заточенное под персонажей, которые полагаются на базовые атаки. Дает хороший бонус к проценту атаки, крит шансу и урону базовых атак.
Но максимальный баф требует использования концерта, что делает его менее эффективным для тех, кто не может задействовать эту механику. Команда Conviction. Отличный универсальный меч, который дает свой бонус почти без условий. Ведь большинство резонаторов используют входное умение, то есть интро. И редко остаются на поле боя 15 секунд. Подходит практически для всех мечников. Endless Collapse. Часто уступает команда Conviction в плане урона, но остается хорошим 4-звездочным вариантом для персонажей, которым не хватает энергии. Стоит выбирать его только в том случае, если у вашего персонажа есть проблемы с восстановлением энергии. Lunar Cutter. Отличное оружие для гибридных персонажей, которые проводят минимум времени на поле боя. Чем короче ротация, чем сильнее этот меч. Однако он уже хуже работает на основных ДПС, которые остаются на поле боя долгое время. Самнойр Анхор. Отличный бесплатный 4-звездочный меч для персонажей, которые проводят на поле боя 10 секунд. Дает редкий бонус на крит шанс и высокий прирост атаки. Однако если персонаж часто переключается, его эффективность резко падает. Lumen Gloss. Хороший меч для персонажей, полагающихся на тяжелые базовые атаки. Пассивка активируется легко, но ограничена 10 секундами, что может снизить его эффективность для персонажей с долгими ротациями, которые редко используют свои умения. Лучший набор эхо и статы для Чан-Ли. Лучший набор эхо Molten Rift. Этот сет дает безусловный бонус 10% к фьюджн урону, а также дополнительные 30% бонуса к фьюджн урону после использования резонансного умения. В сумме это плюс 40% урона фьюджена, что делает его лучшим выбором для Чан-Ли. Лучший основной эхо для сета Molten Rift, это первый вариант, это Inferno Rider, в отличие от Nightmare версии, дает плюс 12% к урону базовых атак и 12% к фьюджн урону. Активируется после трансформации в эхо форму и нанесения третьего удара. Работает 12 секунд. Предпочтителен для персонажей, которые больше ориентируются на урон от базовых атак, но сложнее в реализации, так как требует быстрый свап персонажей для плавной ротации. Или второй вариант, это Nightmare Inferno Rider, дает плюс 12% к фьюджн урону и плюс 12% к резонансному урону умения, если находится в слоте главного эха. Отличный выбор для персонажей, чей основной урон идет от резонансных умений, а также для тех, кто использует полный бонус от 5 частей сета Molten Rift. Приоритет статов на эхо. В основных статах в четверку ищем крит шанс, крит урон, естественно. В одну из троек ставим фьюджн бонус урона, а в другую тройку ставим или фьюджн, или силу атаки. Силу атаки ставим только в том случае, если вы собираетесь играть с ее сигной, так как она дает много бонуса в резонансный скилл. И, естественно, обе единички, вот эти вот, ну, то есть обе, сила атаки. Тут наверное, любому понятно. Дальше идеальные финальные статы. То есть, когда вы ее уже полностью прокачаете, у вас должно получиться чуть лучше, чем у меня, естественно. Атака 1800, это минимально, и в идеале 2400 и больше. Фьюджн бонус 40, это уже как бы минимально, но в идеале 70, если получится больше, то хорошо. Крит шанс, начиная с 60 и выше, то есть 75 будет уже более-менее приемлемо. Крит урон 270 минимально. И 300% и выше, ну выше не знаю получится или нет, но это будет уже великолепно. И восстановление энергии должно быть 110-120%. Чан-Ли нужно достаточное количество энергии, восстановления энергии, чтобы вовремя использовать ульту, так как ульта является важной частью ротации Чан-Ли. Во-первых, потому что наносит дополнительный урон, естественно, а во-вторых, она сразу загружает полностью форты. То есть сразу можно будет использовать ее особую заряженную атаку.
Поэтому 110-120 будет вполне достаточно, чтобы вовремя иметь ульту заряженную и вовремя заряжать форты, когда вам нужно по ротации.